Сладость или гадость, граждане? С вами канал Высокая Нет Кухня, братан, группа поддержки, Ипполит, Иннокентий, Петр Палыч и Жорик. Ну, как всегда, все вместе. Как вы поняли уже из первых кадров, мы будем пробовать сегодня призраков. Зомбятину мы уже пробовали, ссылочка вон там вот. У нас продолжение хэллоуиновского меню. Мы с братаном решили в этот раз призраков несколько приготовить. Ну, давайте не будем затягивать, приступим. Начнем с того, что призраки у нас, как ни странно, будут мясные. Несмотря на их бесплотность, они будут мясные. Для этого нам понадобится некоторое количество фарша. Ну, тут у меня получается грамм 700 фарша, и еще осталось немного запчастей от зомби. Я вот не мудрствую лукаво, просто вот сюда вот это добавлю, и все. Будем этот фарш подготавливать. Сейчас я просто нарежу зелень и лук с чесноком. Ну, хотя чеснок, наверное, я поленюсь резать. Ну, давайте мелко нарежем лук. Если я говорю мелко, значит очень мелко. Вот так вот. Вот так вот. И прям мелко-мелко нарезать его. Здесь. Вот как-то вот таким макаром. Кулинарного шпателя у меня нет, зато есть вот такая вот штука. Собирает очень хорошо фарш. Какой фарш? Лук. Вот так вот. Порежем зелень. Складываем ее и тоже стараемся нарезать как можно мельче. Петрушка, если что. Как-то так. Тут у нас еще остался чеснок, но с ним мы поступим более радикально. Продавим его через чеснокодавку. Так и быстрее. Но мыть ее потом замучаешься. Ну, в общем-то, готово. Следующее, что у нас пойдет туда, это соль. Посолим, чтобы нам хватало. Ну, это на свой вкус, товарищи и господа. И черный перец. Ну, так-то все. Но если еще какие-то нюансы добавить. Вот, например, немного острого перца. У меня здесь хлопушками он есть. Вот так. Все, перемешиваем. Если кто-то сейчас начнет спрашивать по поводу того, почему здесь так много лука сырого, то отвечу очень просто. Он даст сочности. Мы все равно это дело будем запекать в духовке, поэтому, сами понимаете, пойдут процессы, и лук будет отдавать свой сок, фарш. Фарш у нас готов. Начинаем лепить, простите за каламбур, тело привидения. Тут надо немножко совершенно, вот где-то вот так вот. Скатываем. Предварительно смажьте противень, ну вернее пергаментную бумагу для запекания и руки маслом, так легче будет лепить. Ну что-то вот такое вот надо делать. Смотрите, вот такая вот шишечка. А долго вы там будете делать? Не, недолго. Ну и делается быстро, лепится. Поели хорошо. Они толстенькие, они стоять не будут. И все расплывутся. Ну, посмотри, я сейчас худого. Давай я сейчас худого сделаю, вот такого. И он на бок так. Да. И упадет. В общем так, пирамидок налепили, ну вы поняли вообще принцип вообще работы. А на самом деле я забыл упомянуть, что у меня фарш свино-курячий, ну и свинина и курица. В общем-то вы можете брать любой фарш, который вам больше всего нравится, можете даже его делать из говядины, но вам придется при этом добавить немного, ну наверное яйцо добавить для того, чтобы они не расползались. Вот эти вот даже стараются куда-то убежать. Собственно говоря, что мы делаем дальше? А дальше мы ставим минут на 30 духовку при температуре 180 градусов. То есть до полной готовности вот этих тефтелек. 30 минут у нас прошло, они совершенно готовы. Делаем вот что. Прям на них сверху кладем куски сыра, чтобы они оплавлялись. Собственно говоря, господа, все. Теперь осталось сделать только вот это. Глаза. Такой рот. И тут также глаза. И рот. Ну и так далее.
Да, глаза вас не обманули. С тем сыром, с которым я начинал, ничего не получилось. Он немножко не подходит для этого дела. Поэтому пришлось воспользоваться банальным хохландом. А хохланд был у меня только вот такого желтого цвета. Не было никакой возможности купить белого цвета. Поэтому уж не обессудьте. Призраки будут у нас желтенькие. Я, конечно, понимаю, что косяк за мной. Белый сыр дома отсутствует. Ну вот желтый тоже пойдет. Будут желтенькие такие веселенькие цыплята-призраки. Братан, контрольный занюх. Вкусно и сырно. Ну вы уже поняли, тут готовить делать нечего. Самое главное антураж. Неважно, сколько вы на это время потратите, самое главное, вашим детям будет очень приятно. Ну, в качестве кровищи у нас присутствует кровище из помидоров, ну, то есть томатная паста, смешанная со всяким. Группа поддержки тоже, видимо, рады. Видите, как они счастливо улыбаются. Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальцы вверх. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. А если уж подписались на канал, то будьте добры, потеребите колокольчики. Теребление колокольчиков сделает вашу жизнь веселее и креативнее. Пока-пока! Пока. Цыплятки, цыплятки, летите.